Добрый день, друзья! Вот они мои кустики инжиров. Растут в траншеях, горизонтальный кордон. Вот. Кстати, недавно я рассказывал про этот вот привитый куст инжира. Это черный Сан-Педро привитый. Привит прошлой зимой. Было 3 плода. 3 созрели, я их снял. И вот последний только что вот снял. Смотрите, вот он. Черный Сан-Педро. Видите, как растрескался. Вчера весь день шел дождь. И, естественно, для кустов в открытом грунте, этой влаги было немного, скажем так, не страшно. А вот в этой прививке, вот в горшке, конечно, объем ограниченный корней и земли, и поэтому, наверное, влаги был переизбыток. Поэтому вот так вот раскрылся плод. Но красивый. Сейчас давайте я вам покажу еще тоже черный Сан-Педро, но черный Сан-Педро, но в открытом грунте. Вот этот куст. Он у меня не в траншее, а вот в таком вот углублении растет. Тоже горизонтальный кордон. Вот этому кусту 2 года. 2 года. И вот смотрим, на одной из веток, на 2 ветках плоды завязались. Вот смотрите. О, мягенький. Один снимаем. Видите, весь он в пыли, то есть брызги летели. 2, 3 и здесь 4. Вот они, красивый черный Сан-Педро. Вот рядышком тоже вот завязались, на этом же кусте завязались, вон они плодики, но они пока зеленые. Но перейдем дальше. А здесь куст фиолетового. Фиолетовый. Он не такой, скажем, не такой крупный, вот он, но очень вкусный. Вот еще снимаем. Постепенно начинает созревать. Конечно, еще не в припрыжку, потому что осень оказалась холодной, довольно холодной. Вот еще. И дальше, и дальше. Смотрите, плодиков очень много. Плодов очень много на побегах. Что-то созреет, что-то вызреет, что-то нет. Погода в этом году подвела. Вон еще есть, еще готовые уже. Как готовые? Сутки 2 может повисеть. А вот здесь Осборн пролифик. Осборнский урожайный. Вообще он меня всегда радует. Вот смотрите, как расположены тут плодики. Даже вот зеленые плоды, они несколько клюнувшие. То есть не прямо вот торчат вот так вот высоко, а чуть-чуть наклонены. Это еще зеленые плоды. А созревшие, вот они совсем уже висят. Вот они, обвисшие совсем. Болтаются как елки. То есть как игрушки на елке. Вот. Осборн пролифик. Вот сейчас мы их снимаем. Которые помягче снимаю. Те, что потверже, оставляю. Он очень радует, очень урожай. Действительно урожайный. Действительно урожайный. Вот на одном кусте сколько я их уже насобирал. А тут вот смотрите, ветка великолепная какая. Как выглядит прекрасно, да? Красиво. 1, 2, 3, 4. Все 4 можно снимать. Мягенькие.
Осборнский урожайный, еще зеленых вот полно. Теперь с той стороны еще. Вот я вижу, вон их сколько там висит, смотрите. Вот, видите? Сейчас перейдем на ту сторону и дорвем. И вот, пожалуйста, с одного кустика за один проход сколько добавилось. Осборнский урожайный. Так, переходим дальше. Это у меня голубой гигант. Смотрите, тоже какой красавчик, а? Красавец. Сюда. Вот он. Вот он. Вот они. Еще. Много созревших. А, смотрите. Это же чудо. Голубой гигант. Здесь вот еще два висят. Так, ага, раз. Вот они. Вот они. Красавцы, смотрите. Голубой гигант. И еще много плодов. Даст Бог, будет побольше тепла, и все плоды созреют. Вот, посмотрите, сколько их еще. Может быть, еще пропустил, но это я пока не очень тщательно собираю. Так, только чтобы снять видео. А это Ред Израиль. Вот. Раз. Этот пусть повисит. Чуть поменьше, но очень вкусный и красивый плод. Да, здесь пока еще мало созрело. Так, идем дальше. Здесь так называемый желто-зеленый. Это уже наши, в группе нашей придумали такое название, потому что не знаем, как он зовется, но очень ранний и очень сладкий. Вот. Ну, вот эти вот уже дозревают, скажем, но пока еще тверденький, вот мягкий уже. Вот. Внутри, да, пока еще, пока несколько штук, 3 штучки сорвал, остальные пока пусть доходят. Все-таки погода сильно влияет, но много еще, много несозревших. И здесь у нас на юге Украины, я думаю, все прекрасно созреет. Рядом вот куст инжира Кадота. Очень много фиг, очень много. Но, ага, вот только начинает, вот через сутки-двое вот этот уже можно будет и снять. Вот он, то есть, вот уже вот-вот начнут созревать. Это здесь. Есть у меня еще один куст Кадоты. Там раньше немножечко начинают созревать. А вообще очень плодоносный куст. Очень плодоносный. И рядом Рандино. Ну, видите, уже практически, я уже снимал, конечно, отсюда. Снимал уже плоды, вы видите, они вот-вот, через сутки-двое будут готовы. Уже снимал, но пока что, пока они не готовы. Вкус будет не тот, но, смотрите, видите, вот они. Нацеплялось очень много. Через пару дней можно будет снимать. А здесь Канадрия. Молодой куст, тоже же ему 2 года, но смотрите, какой он сильно рослый. В этом году, конечно, немного было плодов. Ага, вот. Там еще, там дозревают. А этот можно уже снять. Этот уже готов. Канадрия. Вот.
еще пока дойдем, тут у меня еще куст рандино. Смотрим, что он тут показывает. А, ну вот. Готов. Готов. Этот еще нет. Вот, готов рандино. Вот он, прекрасный сорт. А здесь голиаф. Тоже молодой куст. А вот уже, смотрите. Вот. Такие уже перезревшие снимаю. Не очень они крупные, но молоденький кустик. Вот готовится уже. Пусть лежат. Пойдем дальше посмотрим. Так, а здесь он гелоша розовый, вот он. Опять же, это тоже двухлетний куст. Смотрите, много. Все, что я вам показываю, в основном все двухлетки. Ну, прекрасный, смотрите, плодики. В прошлом году я его посадил двухлеткой, во-первых. И в первый год посадки был один плодик. Но сейчас я оставил 5 плодов. Это получается 2 года саженцу, и уже второй год он тут. 3, 4 год. Вот. 5 или 6 плодов оставил. А здесь у меня куст панаш. Мне сказали, что это панаш, когда продавали. Не буду пока говорить, у кого купил. Но на нем 3 плодика зацепилось. И вот смотрите, уже сколько времени, а он мало похож. Ни на какой панаш он не похож. Обычный зеленый. И тут вот обычный зеленый плод. Ладно, мы еще ждем. Возможно, появятся полосы. Но терзают меня смутные сомнения. Здесь по вкусовым качествам мой любимец. Крымский черный. Ай, красавчик. Надо немножко повисеть. Не крупный, но очень вкусный, ребята. Девочки, очень вкусный. Крымский черный. И очень много плодов на нем сегодня, в этом году. Вот. Здесь еще куст канадрии. Ага, вот этот мягенький, смотрите, он все равно вот такого вот золотой не становится, он такого зеленоватого цвета. Вот. А эти еще рано. Тут, вот, еще. Вот они, канадрия. Дальше, идем дальше. Дальше идем. Ага. Тут браун туркий. Ну, тут тоже холод. И что-то он не подрос. Ну, будем ждать пока. Дальше. Что у меня? Ага, вот еще один куст кадоты. Тверденький чуть. Но уже начинают размягчаться. Ну вот, мягкий кадота. Это снизу, видите, уже увеличиваются они в размерах. Размягчаются. Скоро пойдет интенсивный рост. Вот она, кадота. Ну, видно, что уже вот. Ну, пока достаточно. Вот, сейчас покажу вам свои саженцы. Ну вот еще, смотрите, я посеял озимую пшеничку. Везде, междурядье, везде посеяна озимая пшеница. И заскородил ее граблями. И пусть растет это сидеральное удобрение. Все вот эти свободные места, это будет уже засеяно озимой пшеницей. Ну, а вот мои саженцы. Вот. И метр высотой, и 1,5.
Вот это вот мне достает по грудь. Хорошие саженцы. Есть несколько маленьких. Вот, небольшие почему-то не очень они пошли в рост, скажем так. Ну, а эти вот уже неплохие, более метра. Саженцы инжиров. Когда заработает у нас новая почта, все наладится, придет в норму. Добро пожаловать. Заказывайте саженцы. Вот, саженцы инжиров. Цена от 100 гривен до 300, в зависимости от сорта, количества побегов. Вот, к примеру, вот тут вот 1, 2, 3 побега на этом саженце. Высотой он сантиметров 90. Ну, такой саженец будет стоить порядка 300 гривен. Все, друзья, успехов, урожая вам, чтобы ваши плоды на ваших инжирах вызрели и созрели, и вызрела древесина. Всего хорошего.